Сегодняшний воркшоп посвящен тому, как организовать работу менеджера, как использовать IDE VS Code с агентом, кодексом для работы с проектом в разрезе постановки задач. В дальнейшем можно будет расширить и углубить работу с проектом, используя VS Code и кодекс. Но сейчас мы сосредоточимся на одной задаче. Это постановка задач и вообще, в принципе, изучение проекта. В конце мы хотим сейчас создать документацию по проекту, чтобы можно было всегда обращаться к проекту, чтобы проект был под контролем и ничего не терялось. Значит, до этого проводилось несколько попыток ввести документацию в Outline, в Google Docs, еще где-то, но всегда все упиралось в том, что кто будет вести, как будет вести, что туда записывать. И самое главное, это поддерживать актуальность документации. Данный подход позволяет всегда иметь актуальную документацию, так как мы будем обращаться непосредственно к удаленному репозиторию Git, в котором у нас уже есть весь код. У нас есть агент кодекс, который понимает код и может в нем разобраться. Соответственно, нам никакие посредники в качестве каких-то внешних систем не требуются. Так как у нас есть доступ к Git, мы, соответственно, всегда можем получить наиболее достоверную информацию о состоянии проекта, всегда изменить текущую документацию и дополнить ее. Итак, приступаем. Значит, в данном воркшопе мы не будем рассматривать то, как поставить VS Code, как установить кодекс. То есть мне необходимо просто скачать VS Code с официального сайта, потом зайти в расширение, установить расширение кодекса и авторизировать кодекс путем добавления туда API-ключа. На этом, в принципе, все настройки заканчиваются. Открываем кодекс. Видим приветственную страницу. Она нам не нужна. Значит, что нам нужно? Нам нужно перейти в GitLab, в наш проект, который мы хотим задокументировать. Давайте начнем сначала. Да, когда мы заходим в GitLab, у нас есть пространство Bitbucket, где хранятся все наши проекты. Также у нас есть еще другие пространства, такие как модули, там хранятся модули. И есть несколько тестовых пространств, но мы работаем с проектами в пространстве Bitbucket. Значит, будем сейчас рассматривать проект ДПК «Гармония». Заходим в него. И у нас есть кнопочка «Код», которой можно воспользоваться строкой для клонирования. Но так как у нас весь код, он уже имеет встроенную интеграцию с GitLab, соответственно, мы нажимаем кнопку и открываем приложение. И, значит, нам нужно указать папку, куда клонировать. И у нас начинается клонирование. Клонирование – это копирование файлов репозитория. Открываем. И видим, что у нас появилось в левом меню список клонированных файлов. Значит, можем проверить, что у нас было клонировано. Да, видим, что появилась новая папка. И здесь у нас все есть. То есть вот у нас список папок и файлы. Можем открыть, посмотреть, что у нас там лежит. Мы сейчас молодой менеджер, который плохо понимает вообще, что здесь происходит. Поэтому нам на помощь приходит наш агент кодекс. Настройки мы тоже вот сейчас и не будем смотреть. Но по факту у нас потом будет время в процессе демонстрации, когда он будет выполнять долгие операции. Мы посмотрим, какие у нас настройки есть. Первое, что нам нужно сделать для того, чтобы наш проект был задокументирован,
это создать управляющую инструкцию для агента. Значит, по текущим стандартам управляющая инструкция записывается в файле agents.md в корне проекта. Сами мы руками ничего делать не хотим, и поэтому попросим создать этот файл агенту. То есть так и пишем ему: создай корни проекта файл agents.md. И мы видим, что у нас появился новый файл. Значит, видим, что данный файл по цвету отличается от остальных. Что это значит? Это значит, что так как мы скопировали и клонировали репозиторий, и у нас сейчас проект происходит отслеживание изменений в проекте гитом, соответственно, зелененький файл обозначает, что этот файл был изменен, и он, ну, то есть изменения эти должны быть переданы в гид. Но мы знаем о том, что если мы сейчас что-то передадим в гид, то это поможет попасть на прод. В данный момент мы этого не хотим, поэтому, значит, для того, чтобы мы могли безопасно работать с проектом, нам необходимо как-то сделать отдельную копию, чтобы мы могли спокойно вести свою документацию и не мешать основной разработке. Для этого нам нужно создать свою ветку. Ветка – это, ну, это копия текущего репозитория, в которой мы можем совершать изменения в файлах, добавлять, удалять, что-то комментировать. И пока мы не сольем эту ветку в мастер, пока мы не перенесем наши изменения в мастер, это никак не отразится на основном проекте. Соответственно, нам необходимо создать ветку. Переходим в extension Git, видим название нашего проекта и видим, что мы сейчас находимся на ветке мастер. Нам нужно создать свою ветку. Создаем ветку от мастера. И называем ее Docs. Таким образом, каждый разработчик, другой менеджер может создать свой вариант документации, и они у нас не будут пересекаться. Значит, мы создали Ткачев Docs, соответственно, сразу же мы переключились на эту ветку. У нас все, теперь мы можем вести эту свою разработку безопасно. Возвращаемся в список файлов. Ну, то есть заготовка у нас уже есть. Можем открыть ее, посмотреть. Видим пустой файл. Значит, каких-то обязательных полей в инструкции нет. Это просто текстовый файл. Значит, здесь у нас записывается фактически промпт. Фактически промпт. У меня уже есть заготовленная стартовая инструкция, которая учитывает особенности Bittrex, которая учитывает особенности наших проектов. И поэтому, чтобы много не писать, у нас в нашей вики, в нашем аутлайне лежит уже готовая инструкция. Значит, инструкция написана по-русски.
Все рекомендуют вести общение с агентом на английском языке, но я пока каких-то особых проблем не увидел между русским и английским языком. Единственное, что частенько бывает именно конкретно агент, когда пишет какие-то комментарии, в коде, у него бывают проблемы с кодировкой. Так как он все-таки англоязычный. Этот момент нужно всегда держать в голове и отслеживать, чтобы кракозябры, чтобы у нас не было кракозябр. Итак, создали мы наш файл agents.md и теперь просим добавить нашу инструкцию в этот файл. Добавь. Добавь управляющую инструкцию. Созданный файл. Значит, копируем, вставляем. И сейчас посмотрим, как наша инструкция будет добавлена. Значит, мы помним о том, что, то, что с агентом всегда нужно разговаривать максимально подробно. Чем более подробно, чем более дробно мы ставим, дробно и подробно ставим задачи для агента, тем более точный и предсказуемый результат мы получаем. То есть, если ставить какие-то большие крупные задачи, не разбивая их на подзадачи, скорее всего, мы получим неудовлетворительный результат, потому что все упирается в контекстное окно. Сейчас контекстное окно у агента 260 тысяч токенов. Это получается у нас где-то около 750 тысяч символов. Вроде кажется много, да, это такая небольшая книжка, но проблема в том, что, то есть даже вроде как кажется такое большое количество токенов не позволяет нам весь проект загрузить в ассистента, и он загрузит сколько-то, потом при выполнении потеряет контекст, и мы не сможем добиться того результата, который нам необходим, потому что он будет просто додумывать что-то. Соответственно, создав сейчас инструкцию, мы ему дали конкретику, что он должен делать. Основная наша задача сейчас – это создать документацию по проекту. Документацию по проекту мы создаем не для себя, не для использования ее где-то в другом месте. Это тоже можно. И документация получается достаточно хорошая и подробная. А мы создаем именно документацию для него, чтобы при работе с проектом он мог конкретно обращаться к конкретным, то есть к документации и работал в ограниченном контексте, чтобы мог выполнять четко наши инструкции. Значит, в управляющей инструкции уже указано, какую структуру документации мы хотим. Данная структура может быть любой. Нет каких-то обязательных правил. Создаются просто текстовые файлы, в которые просто пишется текст. Мне на опыте уже, то есть мой опыт подсказал определенную структуру. Значит, она описана в управляющей инструкции. Здесь каждый файл не просто так. Загрузив эту инструкцию, теперь мы пишем ему, чтобы он создал у нас
создал документацию. Создай банк памяти. Как раз всех документов. Можно наблюдать. Вот мы видим, что он читает, где он читает. Мы видим, что уже появилась необходимая нам папка. И постепенно в ней появляются файлы, которые были загружены. То есть он сейчас уже читает нашу управляющую инструкцию и ее выполняет. Значит, в процессе работы обязательно надо ставить ему конкретные задачи. Эти задачи должны быть им выполняться пошагово. Поэтому в дальнейшем мы при каждом шаге будем выполнять то есть задавать ему одно и то же действие. Это составь пошаговый план реализации и выполняй пошагово. Значит, так у нас собрана основная каркас. Можно почитать, посмотреть, что у нас здесь есть, что-то добавить, либо наоборот, если в данном проекте этого нет, что-то можно убрать. Как мы видим, все файлы тоже помечены зелененьким, то есть это все улетит у нас в дальнейшем в git. То есть эти файлы будут сохранены, и нам не нужно будет каждый раз создавать это все заново. Значит, следующий шаг – это нам необходимо сейчас собрать структуру страниц нашего проекта. Потом мы изучим каждую страницу отдельно, поймем, агент должен будет понять, какая информация на этой странице вводится и как. Это там просто верстка или использование каких-то компонентов. И следующим шагом мы разберем отдельно, какие компоненты какие компоненты, какие шаблоны используются, может быть, какие-то дополнительные модули или какой-то еще отдельный код у нас написан. Значит, соответственно, следующим шагом мы говорим ему: изучи структуру проекта, найди какие есть публичные страницы, создай документацию раздел Pages и для каждой страницы создай отдельный файл с кратким описанием страницы. Как мы видим, то есть структура документации может быть живой, то есть можно создавать любые разделы, любые файлы. Может быть, вы найдете более структурированный подход. В данный момент агент пробегается по всем вот этим вот папкам, изучает их, смотрит, что там,
и пытается понять. Значит, вот как раз у нас сейчас, пока он будет выполнять эту долгую операцию, у нас есть время, посмотрим какие-то настройки кодекса. Значит, у нас настроек на самом деле немного, да, то есть есть настройка в каком формате агент работает, да, то есть это чат агентский или полный доступ. Значит, полный доступ – это как раз для того, чтобы он мог вносить изменения в файл, то есть создавать, читать, дополнять. Если мы будем использовать просто агентский режим, то он либо будет, то есть нам нужно будет все изменения, то есть все действия с файлами проводить самостоятельно. Ну режим чата – это просто обычный веб-чат. Ну, чем отличается агентский режим от чата? Это тем, что у агента есть внутри уже там встроенные инструменты, которыми он может пользоваться. Значит, следующая настройка у нас – это выбор модели, с которой мы работаем. Значит, выбор модели влияет на расход токенов, который у нас ограничен. Но типа мы за расход токенов платим более глубоким пониманием модели. Значит, по моему опыту, то есть старшая модель, она просто больше перепроверяет сама себя. То есть она дополнительно задает сама себе множество вопросов и пытается найти на них ответ. Соответственно, отсюда у нас повышенный расход токенов. Я пока применения старшим моделям не увидел. То есть я использую Codex Mini. Codex – это модель, которая дообучена для работы с кодом. Можно использовать просто GPT-5. Но это, наверное, в режиме просто чата. Если нужно работать с кодом, то предпочтительно использовать Codex. Следующая настройка у нас как раз это reasoning. Reasoning – это как раз то, как сколько времени модель тратит на раздумье. Опять же, текущие проекты нам не требуют повышенных каких-то настроек, все справляется на минималках. Значит, как мы видим, вот у нас уже тут начинает собираться структура страниц. Вот мы не указали ему, что нужно создать это в банке памяти, и вот к чему приводит нечеткие инструкции, да? Вроде как сделал то, что нужно, но не там, где нужно. То есть нам нужно его поправить теперь. Ну, введи банки памяти. Перенеси созданный раздел Pages в памяти. Раздел Documentation. Удали. После переноса раздел. Раздел Documentation. Удали.
Мы могли бы это все сделать руками, но так как мы находимся в режиме обучения, то мы максимально задействуем агента и смотрим, какой результат у нас получится. Итак, мы видим, что у нас улетел, появился раздел Pages. У нас раздел Pages и раздел Documentation был удален. Значит, посмотрим, что же у нас нашел. То есть мы видим, что у нас есть страница авторизация и описание какие-то особенности. Значит, страница контакты. Итак, по каждой странице у нас есть краткое описание. Значит, следующим этапом у нас мы должны помочь агенту уже, то есть мы погружаемся на следующий уровень. То есть мы погружаемся на уровень уже технический каждой конкретной страницы. Мы ему говорим, изучи каждую страницу и найди, какие компоненты в ней используются. Опиши назначение компонента. Также если на странице есть верстка или другой код, напиши его. Так, соответственно, мы смотрим. То есть, как мы видим, в каждом разделе есть файлик readme, который там содержит у нас основную информацию по разделу. Значит, пока он создает у нас здесь все, разберем следующий шаг. То есть следующий шаг у нас будет это мы разберем шаблон проекта. Да? То есть по большому счету это header footer. И таким образом у нас уже основная структура проекта уже будет задокументирована. Ну, соответственно, вот у нас собралось здесь. Смотрим, что у нас изменилось. Видим, что здесь описание стало больше. Значит, видим компонент и верстка. Значит, если нам что-то непонятно, мы можем попросить его расширить какие-то непонятные нам вещи. То есть все, что непонятно, можно спрашивать и просить его расширить. Видишь, что ну, то есть вот у нас есть теперь по каждой странице. Видим, что компонент news с шаблоном таким-то и что он делает. Таким образом, уже сейчас при постановке задач можем указать агенту
на какой странице что сделать. Ему не нужно будет изучать весь проект, то есть он пробежится по структурам, ну, по файлам документации, найдет необходимую страницу и из нее поймет, что ему, ну, то есть куда ему идти дальше. Чтобы еще больше облегчить задачу для агента, то есть мы сейчас сначала опишем шаблон, а потом опишем каждый компонент отдельно. Значит, теперь в документации создай раздел template, изучи проект, имя ID, главный шаблон проекта. Задокументируй его. Ну, посмотрим. Значит, особенность этого проекта, что, видно, этот проект собирался достаточно давно, то есть у нас еще тут нету папки local, и все у нас находится, то есть вся документация еще находится в Bittrex, в папке Bittrex. Это вот, наверное, одна из задач. Сразу мы видим, что нам нужно изменить это и вынести все из папки Bittrex. Но это уже можно сделать как задача для разработчика. Мы можем сами сходить посмотреть, пока, то есть у нас есть папки Bittrex шаблон. И что мы тут видим? Мы тут видим, что у нас есть несколько шаблонов. Какой из них используется в проекте, мы не знаем. И вот это вот очень часто возникает ситуация, когда оставлены какие-то рудименты, и которые тебе непонятно. Оставлять их, не оставлять, как это, что с ними делать. И то есть вот такое захламление проектов с годами. То есть если проект ведется, изменение в проекте постоянно, то вот такого мусора в проекте накапливается очень много. Так, и что мы видим? Вот его ответ. Значит, завел templates, описал текущий шаблон. Ну, вот здесь вот он, по-моему, ошибся. Потому что текущий шаблон проекта у нас вот здесь, уточни, почему ты выбрал дефолтный шаблон. Или же другие. Исследуй другие шаблоны. И уточни. Для выбранного шаблона создай отдельный файл. Ну, то есть, видите, мы видим, ну, во-первых, он, да, может, может ошибаться.
для этого документация и создается, чтобы избежать уже в работе этих ошибок, чтобы он обращался к той информации, которая ему необходима. То есть, если мы что-то знаем о проекте, то мы можем это сразу ему написать, чтобы он не... Так, ну смотрите, он нам написал тут... Ага, он говорит, что он описал все в шаблоне, да? Ну, почему он активен? Публичные файлы не указывают явно, поэтому привет из активного, который является сверху. Ну вот видите, да, то есть настройки шаблона, то есть какой шаблон используется, это используется, то есть это настройка в админке. И то есть у него нет достоверной информации, какой именно шаблон подцепить. Соответственно, мы можем ему в этом помочь. Да? А может быть, не можем. Ну, точнее, то есть мы можем тогда зайти в админку и посмотреть. Но в данный момент нас сейчас конкретно этот шаблон интересует. Это уже можно будет сделать как дополнительное домашнее задание. Итак, мы собрали структуру страниц, разобрались с шаблоном сайта. Теперь мы нам погружаемся дальше и переходим на следующий уровень, на уровень компонентов. Значит, для документирования документов, которые используются на проекте, создай ламки памяти раздел Components. Components. Каждый компонент пиши в отдельном файле. Опиши шаблоны компонентов. И логику. Пиши максимально подробно. Ну, смотрим, что получится. То есть мы ему, в принципе, уже помогли немного с этой задачей, да, так как на страницах у нас есть уже собранная информация о о компонентах, какие компоненты используются. Но сейчас мы смотрим, где чего у нас лежит. Здесь он работать, наверное, будет долго, поэтому можно будет данный блок посмотреть на ускоренной скорости.
Мгм. Значит, судя вот по его действиям, мы видим, что он сначала пытался найти информацию в принципе во всех компонентах, которые используются на проекте. Собрав информацию о всех компонентах, он пошел изучать непосредственно шаблоны компонента каждого. Поэтому было так долго. Как мы видим, весь проект собран на двух компонентах, на трех, да, это а, news-лист и просто news. Значит, как мы видим, вот здесь у нас описаны шаблоны. Ну, данную документацию можно почитать, самому посмотреть и, опять же, задать дополнительные вопросы, если нам что-то будет непонятно. Итак, э, значит, у нас остался еще один элемент, который мы не описали. Это все, что касается... Здесь нет папки local, поэтому мы попробуем изучить папку PHP Interface, в которой обычно бывает много всяких дополнительных задач, то есть много кода, который там, много кастомного кода там пишется. И он обычно, да, вот плохо описан и вызывает много всегда вопросов. Поэтому мы надлежит изучим раздел PHP интерфейс и опиши его в документации наиболее подробно. Итак, после того, как мы сейчас соберем всю документацию, мы посмотрим, попробуем сделать для него тестовое задание. И мы сначала сохраним сейчас всю документацию в Git. Итак, что у нас тут получилось? Начнем в папку модули. Так как это относится к... Он принял решение, что это нужно сюда положить. То есть, так как мы ему не указали, в какой раздел положить, но он, в принципе, это, можно было сюда положить модули, так как это логично относится к модулю. Что мы видим? Да, то есть у нас есть тут непонятная функция stop IP, которая блокирует какой-то IP-шник. То есть можно было бы много времени потратить на определение, что же она делает. То есть вот такие вот функции в PHP часто вызывают очень противоречивые, то есть они очень противоречивы и непонятно, работают они, не работают, что с ними делать. То есть и PHP бывает очень сильно захламлен какими-то рудиментами, которые очень тяжело выпилить. Итак, у нас есть полная сейчас информация по структуре проекта, и нам теперь нужно это все сохранить. Для того, чтобы нам сохранить, то есть у нас это сохранено локально, да, то есть мы опять же можем пойти проверить. То есть у нас есть локально. Но у нас может быть несколько компьютеров, да, там рабочий, домашний, и чтобы нам все это дело не руками копировать, да, то есть мы воспользуемся нашим репозиторием. То есть мы видим, что у нас в расширении
гита видно, что у нас есть в 28 файлов у нас произошло изменение, да, то есть изменение это создание нового файла, это тоже изменение. Соответственно, нам нужно теперь это все сохранить. То есть мы сейчас сделаем коммит и запушим этот коммит в репозиторий. Да? Соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать commit all. Мы видим, значит, у нас здесь появился список файлов, которые у нас попадут в commit. Мы здесь обязательно нужно просматривать и смотреть, чтобы в commit не попали лишние файлы, чтобы мы не зацепили что-то, чего мы не хотим. Желательно коммит всегда сопровождать каким-то понятным описанием. Ну, опять же, делать мы ничего руками не хотим, пускай за нас думает Кремниевый. Поэтому мы ему напишем, что создай описание коммита. Создай описание коммита. Ну вот, можно было его по-русски написать. Да, можно и не по-русски. Итак, описание коммита мы сделали. Теперь мы отправляем коммит в репозиторий. И отправляем все. И теперь видим, что, да, что у нас создалось. Соответственно, нам необходимо проверить, прилетела ли, да, то есть мы смотрим, ветка у нас создалась, ветка docs. Мы можем создать наш request, естественно, дальнейшие все изменения у нас будут вестись в нем. Можем отслеживать историю изменений. И при необходимости, когда нам это понадобится, мы можем перенести, то есть слить нашу ветку docs с мастером или с каким-то другим, или с какой-то другой веткой, для того, чтобы ну, другие участники проекта могли воспользоваться нашей документацией. С другой стороны, все могут переключиться на нашу ветку docs и использовать документацию. Итак, значит, у нас документация создана, документация сохранена. Теперь мы попробуем создать дополнительный функционал. Как раз мы, значит, предложим, что в личном кабинете нам нужно создать новый раздел с формой для написания запроса в администрацию. В личном кабинете пользователя необходимо создать раздел с формой для отправки запроса в администрацию. Да. Изучи документацию и создай пошаговый план. Пошаговый план реализации. То есть мы им жалеем, чтобы не делал сразу все, да, вот, только пошаговый план. Потому что мы сейчас не собираемся выполнять эту задачу, да, нам нужно задачу передать на разработку в техотдел.
Так, он забыл, что нужно разговаривать по-русски. Всегда отвечай по-русски. Добавить экран. Выведи определенный план для личного. И вот что мы видим, да, что у нас уже мы использовали 57% контекстного окна. Вот опять же, по моему опыту, чем ближе к 30%, тем может начинать терять контекст. Вот видите, блин. Не будем сейчас долго мучить. Я просто взял перевести на русский и вывести сюда. Итак, видим, что он знает из настроек, что есть инфоблок, тип инфоблока. Угу. Угу. То есть он, видишь, изучил, как работают формы в проекте. Настроить поля. Проверить, проверки, да. Составь ТЗ для разработчика. Угу. Ну, как мы видим, у нас появилось очень подробное техническое задание. То есть он может сам это закодировать, а можно использовать разработчика. Таким образом, у нас наша задача достигнута, то есть цель достигнута, у нас есть документация, воспользовавшись которой агент смог разобраться с поставленной задачей добавления нового функционала. Также можно использовать его и при корректировке уже текущего функционала. На этом все. Спасибо. Буду ждать от вас вопросы.